Здравствуйте! У нас на канале уже было несколько обзоров на устройство линейки Go. Я поясню, что это приборы для работы мобильные, для людей, которые всегда находятся в движении, которым при этом нужно что-то записывать и, в общем, создавать ту же самую музыку. Сегодняшняя внешняя звуковая карта, а именно она у нас будет на обзоре, не является исключением. Это TC Go Twin. Двухканальный внешний аудиоинтерфейс, который мы с вами давайте и посмотрим. Давай запишем. Здесь мы говорим о Pro Audio. Первым делом о размерах. Я не зря упомянул ранее, что TC Helicon Go Twin — это штука для людей мобильных. Мы видим, что корпус достаточно миниатюрный, при этом стоит учитывать то, что разработчики смогли засунуть внутрь. Но обо всем по порядку, и начнем давайте с возможностей записи. На корпусе мы с вами найдем два разъема по входу. Это комбо-разъемы, сюда можно подключить как микрофоны, причем это могут быть динамические микрофоны, или вот как у меня, например, петличка, так и какие-то линейные источники и, что самое важное, инструменты. Да, здесь есть инструментальный вход и там, и инструмент прямо в линию подключить нам получится. Что по выходу? Вот это на самом деле очень интересно. Здесь мы имеем интерфейс формата 2 на 2, то есть 2 входа, 2 выхода. И помимо пресловутых наушников, которые вы можете наблюдать здесь, у нас есть стереолинейный выход на TRS разъемах. То есть это балансные выходы. И это очень здорово, и компании Helicon за такие вещи прям отдельное уважение с моей стороны. Вот. Ну, вернемся к входам. Стоит упомянуть, что здесь мы имеем предусилители от Midas по 47 дБ для каждого канала. В целом цифры достаточно неплохие. Все управление сегодняшним устройством у нас происходит с помощью крутилочек и переключателей на самом корпусе. К слову, сейчас вы даже можете увидеть своими глазами, какое усиление у нас выставлено на микрофон. Никаких контрольных панелей для компьютера здесь нет. Все работает со стандартными ISO for All драйверами. Но, внимание, именно на компьютере мы заострять не будем, потому что аудиоинтерфейс у нас сегодня все-таки мобильный, и помимо компьютера стационарного, вот эта штука может работать с различными мобильными устройствами на базе iOS или на базе Android, к примеру. Единственное, сразу попрошу вас позаботиться о питании. Либо докупить адаптер питания, в комплекте его, к сожалению, нету, либо вставить парочку пальчиковых батареек, чтобы эта штука работала нормально с тем же самым iPad. Если мы все это подключаем к компьютеру и используем как внешнюю звуковую карту для компьютера, что, собственно, сейчас и происходит, никакого дополнительного питания нам не потребуется, все будет питаться прямо по USB-проводу. Очень интересной и на самом деле не совсем стандартной находкой является MIDI-интерфейс. Ну, не стандартной находкой он является именно для мобильных карт, потому что на мобильных картах такое я вижу нечасто. Причем здесь он реализован очень интересно, скорее всего, в угоду сохранения полезного места на корпусе карты. Все это выведено в виде таких маленьких джеков, но не бойтесь, в комплекте идет пара вот таких вот проводочков. Вот так они выглядят. Это обычные MIDI-проводочки, которыми вы сможете вот эти самые разъемы превратить уже в привычные вам MIDI. Что это нам дает? Это нам дает возможность пользоваться вот этой картой и, скажем, какими-нибудь синтезаторами или клавишами с MIDI-выходом, драм-машинами и прочей MIDI-периферией. В сегодняшнем аудиоинтерфейсе из интересных фишечек мы можем также найти аппаратный мониторинг. Это Direct Monitor или мониторинг с нулевой задержкой. Допустим, вы поете что-то в микрофон или говорите в него, или играете на гитаре напрямую в линию, и этот самый звук без какой-либо задержки с помощью вот этой функции вы можете слышать у себя в наушниках, которые вы заблаговременно подключили к карте. Опять же, если говорить о чем-то более интересном, скажем, мы подключаем карту к компьютеру, подключаем гитару, вешаем на гитарную дорожку кучу VST-обработок, то здесь уже нам не обойтись без замеров задержки. Результаты этих самых замеров вы видите у себя на экране, потому что задержка — это действительно ключевой фактор, если вы хотите играть на той же самой гитаре с обработкой, не слыша двоящийся звук, чтобы вам самим было комфортнее. Вот, кстати, к слову о гитаре. Давайте попробуем подключить сюда инструмент и что-нибудь записать.
меня в руках появилась вот эта штука, и не зря. Именно ей мы с вами будем пользоваться в финальном тесте. Подключим вот эту карточку к iPad, закинем в GarageBand, именно им мы и будем с вами пользоваться, минус, и поверх этого самого минуса запишем вокал. Ну а потом, как это водится, немножечко подсведем на постпродакшене. Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти. Я шел, не глядя назад, просто брел наугад, пока хватало сил идти. Но все решило небо, у неба свои пути. Ты просто пришла ко мне, смогла меня спасти, спасти. Я дышу тобой, и я навек обязан небу за этот рай, где раньше не был никто другой. Я дышу тобой, ты за единое мгновенье сумела стать моим спасением. Я дышу тобой. Карточка попалась достаточно интересная, к примеру, тем, что помимо стандартного разъема под наушники, мы здесь найдем пару полноразмерных балансных TRS разъемов, и это очень здорово, потому что чаще всего производители миниатюрных карт предлагают нам подключать те же самые большие мониторы вот к чему-то к такому, я поясню, к разъему для наушников маленькому, поскольку он у нас будет раздваиваться штанами, это уже будет не балансное подключение, а следовательно, это будет не совсем хорошо. Здесь у нас балансные выходы для мониторов, это просто замечательно. Кратенько о том, что мы сегодня с вами видели и слушали, это, конечно же, предусилители от Midas, 47 дБ для каждого канала, причем я замечу, что для наших тестов, где мы использовали динамический микрофон, этого усиления вполне нам хватило, ну, вы сами могли это слышать. По преобразователям это 48 кГц на 24 бита. По поводу питания, опять же, если мы работаем от компьютера, все питается по проводу. Если мы работаем с мобильным телефоном или планшетом, нужны будут батареечки, учтите. Кстати, очень классная фишка, о которой я просто не мог не сказать, это количество проводов, которые прикладывают в комплекте. Оно просто колоссальное. Во-первых, у нас, есть те самые MIDI-провода, про которые мы уже говорили, но это ладно. Во-вторых, у нас есть обычный провод для подключения компьютера, то есть тип А на разъем, который у нас есть в карточке, это мини-USB. И еще нам сразу же в комплекте дают два провода. Первый — это провод на Lightning, с мини-USB на Lightning, чтобы подключиться к планшету. На самом деле, как правило, все производители просто машут руками и предлагают нам покупать эти провода сами. Это не наше дело. Это ж ваш iPad, вы же деньги тратили, вот и провод для него купите. Здесь провод идет в комплекте, и это просто круто. Я не помню, когда в последний раз я видел такое. И, я сейчас, но и это еще не все. Они в комплекте дают еще вот такой провод. То есть это переходник на подключение к андроиду. То есть мы вставляем сюда USB-шный провод, и мы можем все это дело подключить к андроиду. Когда вы видели в последний раз такой аттракцион невиданной щедрости, я не знаю. Я честно не помню. Так что за это Helicon отдельный респект. Это очень и очень классно. Я бы даже назвал фишкой, потому что так или иначе это все равно работа с клиентами. Но в любом случае, мое мнение моим мнением, но мне будет интересно услышать, что вы думаете по поводу этой внешней звуковой карты. Для этого я зову вас в комментарии. Оставьте какую-нибудь весточку, что понравилось, что наоборот оттолкнуло и тому подобное. Я буду очень рад почитать то, что вы напишете. Поставьте лайк, если видео пришлось по душе. Подпишитесь на канал, не забудьте, потому что, я напоминаю, это «Давай запишем». И здесь мы с вами говорим про аудио. Друзья, я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Здравствуйте. На канале у нас уже было несколько обзоров с ПК и с Mac, но нет, нашими собственными ручками. Нет. Или да, или нет. Нет. Нет.
Давай еще разочек.